Это волшебный камушек из мучи, мне его подарила моя подруга на день рождения. А это, кстати, айва, которую я взяла в ботаническом саду с газоном. Я люблю ходить в магазин именно утром, потому что с утра гораздо больше остается фруктов, и выбор, и размер. Вот, например, инжир продается поштучно. И сегодня были такие вот гигантские вместе с маленькими обычными, поэтому я взяла побольше. Еще свежий хлебушек. А это, кстати, шарле, очень популярный в Германии напиток. По сути, это сок яблока и газированная вода. Такой традиционный немецкий напиток. Я немножко разобрала стол для того, чтобы начать творить некую магию. Сейчас покажу, что именно. Я не досказала, что это камушек, на который можно капать масло, и он довольно-таки долго держит аромат, и мне кажется, очень мило смотрится. В этой магической обстановке я начну свой рассказ с того, что примерно каждую зиму, мне кажется, еще с детства мне хочется сделать что-то своими руками. И из года в год это что-то меняется. Иногда я делала мыло, а позапрошлой зимой я занялась керамикой как раз. Примерно в это время мне очень повезло жить возле керамической студии. А в этом году я хочу повторить то, что уже делала очень-очень давно в детстве, и сделать свечки своими руками. Но, конечно же, сначала я зашла в Pinterest, и там подобрала несколько вариантов того финального результата, который мне хочется сделать. А также, мне кажется, в рилсах я увидела очень классную идею, как девушка сходила на фломаркет и нашла там классные какие-то интересные чашечки, кружечки, тарелочки и сделала свечки в них. А идея из Pinterest, которая мне понравилась, что можно, чтобы из свечки торчал магический какой-нибудь камушек. И, в общем, объединив эти две идеи, я надеюсь, у меня получится что-то красивое. Но то, как я ходила на фломаркет, можно посмотреть в предыдущей серии. Но я, может быть, вставлю пару кадров здесь тоже. Первым делом давайте покажу, какую красоту я нашла на фломаркете. Я очень долго думала между тем, выбрать 5 одинаковых или, наоборот, 5 разных емкостей для свечек. В итоге решила, что 5 разных будет интереснее. И в итоге это вот такой вот граненый стакан. Мне кажется, в нем будет очень красиво, будут очень красиво преломляться лучи.
И вообще в целом по такому принципу, мне кажется, я выбирала большинство из них. Также такая вот красивая тарелочка. Тоже с гранями. Вот такая. Вот это мне очень понравилось. Очень понравился ее цвет. Хоть она и не прозрачная, но мне кажется, очень необычная. И еще внутри есть цветочек. И последняя вот такая вот забавная. Мне кажется, она самая, возможно, современная, но тоже, мне кажется, очень прикольно смотрится. Я попробую сделать несколько фитилей. Такое вот богатство. Также на Амазоне я заказала камушки. На Амазоне сказано, что они очищают воду или наполняют воду какой-то там энергией, я не знаю. В общем, что-то очень магическое. Надеюсь, что свечки они тоже наполнят позитивной энергией. Но главное, что они очень красивые. Похожи на те, что у меня дома просто лежат для красоты. Мне нравится то, что они все разного размера и формы, потому что свечки тоже будут разного объема, и мне кажется, это как раз очень удобно будет. Ну и главное, что мне очень понравился цвет. Пока еще до конца не знаю, как их буду придерживать, чем, но да, мне кажется, очень красиво. Ну и самое главное, это вот такой вот набор, который я тоже нашла на Амазоне. Постараюсь оставить ссылку в описании, если кому-то тоже будет интересно. То классно, что в этом наборе уже есть все. И, например, не только воск, не только вот такой вот белый воск, которого должно хватить на 5 относительно больших свечек, но еще и вот такой вот цветной воск. Я не знаю, буду ли я его использовать. У меня есть другая идея еще для свечек, но для длинных, может быть, для них пойдет. Вот. Кроме того, есть кусочек волшебной бумаги, на который можно написать и положить эту записочку внутрь свечки. И я тоже планирую это использовать. И еще набор с фитилями и такими палочками, которые помогают держать фитили, пока свечка застывает. Ну, я надеюсь, мне еще поможет это придержать камушки. Ну и давайте же скорее начинать. И для аромата я использую лавандовое масло. Первым делом я распределила камушки в каждой из емкостей.
Во-первых, я хочу сказать то, что инжир похож на хинкали, и у меня сейчас перерыв на инжир. И в целом, наверное, невозможно делать свечки, не пролив воск везде. И да, теперь хочу напомнить о том, что не вся посуда выдерживает высокую температуру, так что будьте осторожны. Не разлился воск, Саша, везде. Чего? Воск разлился. Потому что треснул стакан. А так ты не металлическую, что ли? Нет. Я разогревала воск в металлическом, но стакан, в который я налила горячий воск, раскололся. Аккуратненько. Тут все застывает. А ты прям по памяти помнишь, как все делать? У меня был запланированный перерыв, на самом деле, потому что сначала должен застыть нижний и широкий слой полностью, затем на него я положу камушки и надписи, и затем уже залью верхним слоем. В наборе было не очень много вот таких вот палочек, чтобы держать фитиль. И я придумала, что можно использовать китайские палочки, которые еще не разделенные. Тоже будет очень удобно. Все, заново, стой. Так, стой. Давай. На самом деле уже настал следующий день, и вот тут на полочке лежат мои сокровища. Я решила, что пусть свечки уже до конца застынут, на следующий день я их хочу обрезать им фитиль и показать вам финальный результат. Итак, вот такая красота у меня получилась. Я надеюсь, что вам было интересно вместе со мной этим заниматься. Дайте знать в комментариях, если вы тоже решите такую красоту сделать своими руками. Это было совсем несложно. Мне кажется, получается очень даже мило и красиво. И как я и хотела, немножко волшебно, благодаря вот этим вот камушкам. Мне кажется, можно было бы чуть-чуть эти камушки посильнее, чтобы они торчали, но в принципе это не так важно, так как когда воск будет таять, то они будут полностью видны. И вот она, последняя свечка. Да, было, конечно, немножко неожиданно, что в итоге получилось не 5, а 4 свечки, но да, наверное, на этом я закончу это видео, и я желаю вам провести приятное предпраздничное время, возможно, также порадовать своих близких какими-то DIY своими руками сделанными подарками. Мне кажется, это всегда отдельно здорово, когда человек делает что-то своими руками и остается тепло вместе с подарком. Мне кажется, это отдельно всегда очень приятно, когда подарок сделан своими руками, и ты его потом используешь.
и вспоминаешь человека. И на этом я закончу это видео. Большое спасибо за просмотр. Еще разочек всех с наступающими праздниками и до новых встреч!